Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фил, и как вы знаете, на основных серверах PUBG сегодня вышло большое обновление, и оно реально очень удивило. Самое, конечно, главное, что хочется отметить, это добавление российских серверов. Правда, пока что не в полном объеме, но прогресс уже налицо, и это не может не радовать. Сейчас работает всего лишь несколько серверов, и к ним могут подключиться только жители России и СНГ. Изначально был доступен только режим от третьего лица, но уже можно играть и от первого. Имейте в виду, что даже при выборе RU сервера пока что вас может законнектить на Европу. Связано это опять же с тестированием. Разработчики проверяют настройки, и если все будет нормально, то откроют полный доступ. Рейтинговая таблица уже есть, правда что-то людей я там пока не увидел, но думаю скоро все изменится. Но без приколов, конечно же, нельзя, это же российские сервера как-никак, поэтому Роскомнадзор почему-то блокирует к ним доступ. Тупо, но пока приходится с этим мириться. Надеюсь, когда откроют полный доступ, все-таки проблема решится. А то на сервера своей же страны подключаться через VPN, ну это совсем уже. Что касается игровых механик, тут разработчики тоже решили внести немного корректировок. Теперь вид прицела, измененный на кнопки Page Up и Page Down, будет сохраняться даже после перезахода в игру, что логично и очень удобно. Изменили значение вертикальной чувствительности мыши, теперь в настройках по умолчанию она будет иметь значение 0.7. Если вы хотите, чтобы чувствительность по всем направлениям снова была одинакова, то вам надо зайти в настройки и выставить значение равное единице. Исправили ошибки, которые замедляли скорость движения во время ударов при беге и убрали кривые звуки столкновения с машиной, когда игрок вплотную подходил к транспортному средству. Также были изменены описания новых обвесов и их характеристики. Утиный нос теперь можно надеть не только на сайгу и пятизарядный, но и на дедовский дробовик и даже на обрез. Он снижает вертикальный разброс, но уменьшает горизонтальный. Легкая рукоятка увеличивает время выравнивания прицела после выстрела, но делает оружие более устойчивым. Одевается на Юм, Паук, М-ку, Скорель и СКС. Упор для большого пальца немного снижает вертикальную отдачу, делает оружие более устойчивым и значительно увеличивает скорость перехода в режим прицеливания. Одевается также на Юм, Паук, М-ку, Скорель и СКС. Уменьшенная рукоятка снижает вертикальную и горизонтальную отдачу, уменьшает время выравнивания прицела после выстрела, но делает оружие менее устойчивым. Одевается на Юм, Паук, М-ку, Скорель, СКС и Вектор. Угловое цевье значительно снижает горизонтальную отдачу и увеличивает скорость перехода в режим прицеливания, но делает оружие менее устойчивым. Одевается также на Юм, Паук, М-ку, Скорель и СКС. Вертикальное цевье, как и раньше, значительно снижает вертикальную отдачу, подходит к Юмпу, Аугу, Эмке, Скорель, СКС и Вектору. По типам оружия были изменены модификаторы урона. Урон у дробовиков в конечности был увеличен до 90%. Увеличен коэффициент урона при попадании в голову с ППшек, теперь он равен 120%. Модификатор урона в голову у аэрок вообще стал 235%. А у снайперок модификаторы урона в голову, тело и конечности теперь равны 235, 105 и 95% соответственно. И, кстати, разработчики временно приостановили работу торговой площадки, в ближайшее время вы не сможете продавать и обменивать свои вещи. Это связано с каким-то злоупотреблением функций на сторонних сайтах. Когда разработчики смогут решить данную проблему, все снова вернется на свои места. И если кто-то не успел еще купить скин на сковородку, знайте, что 17 мая в 3 часа ночи по Москве его уберут. В общем, такое вот масштабное обновление заехало сегодня на основные сервера, будем привыкать, изучать, а я буду держать вас в курсе всех изменений. Спасибо за то, что смотрите, ставите лайки и подписаны на канал. Всем желаю удачи, пока-пока.